Доброго времени суток, геймеры и геймерши! С вами снова команда Game Room Игры-новинки, ваш проводник в мир игровых новостей. Встречайте свежие обновления, волнующие анонсы и захватывающие сюжеты прямо из мира игр. На этот раз мы подготовили для вас актуальные и захватывающие обновления, включая новые детали Atomic Heart, GTA 6, Crysis 4, Stalker 2 и множество других увлекательных проектов. Итак, друзья, приготовьтесь начать захватывающее путешествие по миру игр. Но перед этим не забудьте досмотреть видео до конца. А теперь погнали разбираться во всех деталях. Хотите верьте, хотите нет, но с момента подтверждения факта разработки следующей части игры Crysis прошло уже более 2 лет. Проект окружает полное молчание, и только недавно студия открыла новые вакансии для разработчиков. Однако недавно изданию MPFST удалось поговорить с Дэвидом Файфилдом, генеральным менеджером Crytek. Несмотря на то, что основной темой интервью была Handgun, Дэвид кратко упомянул несколько слов о Crysis 4. По его словам, работа над продолжением все еще продолжается, и студия поделится новостями, как только будет готова к этому. Разработкой руководит Матиас Энгстрём, бывший гейм-директор игры Hitman 3. Учитывая огромный прорыв в области компьютерной графики, произошедший за последние годы, Crysis 4 может стать эталоном для современных ПК, как это было в свое время с первой частью игры. The Day Before больше недоступна для покупки в Steam, и проблемы с игрой начались с самого 7 декабря, когда она была выпущена и получила массу отрицательных отзывов. В этом виноваты сами разработчики, которые обещали что-то вроде The Division, но представили совершенно другой продукт, в котором оказалось слишком много багов и недоработок. Из-за этого шутер попал в тройку игр с самыми низкими оценками. Очевидно, проект был ожидаемым, за ним следило более 200 тысяч пользователей. Кажется, студия не смогла выдержать негатива и объявила о своем закрытии. По словам разработчиков, все заработанные деньги будут направлены на погашение долгов. Такие действия геймеры не оценили, и они потребовали возврата денег, утверждая, что авторы просто развели их ложными обещаниями. Другие компании также обратили внимание на это событие. Например, авторы DayZ поддержали идею о десятилетии проекта в связи с объявленным закрытием. Позднее создатели игры заявили, что вернут деньги всем, кто запросит возврат, и это означает, что студия на ZDBFO якобы ничего не заработает. Кажется, мы стали свидетелями очень важного события в игровой индустрии. Как ты считаешь, какие последствия могут возникнуть из-за этого? Возможно, это научит разработчиков более внимательно относиться к своему маркетингу. Интересно, как эта ситуация скажется на репутации российских игр в будущем, учитывая, что за создание The Day Before отвечала якутская студия. Второе дополнение для Atomic Heart под названием «Узник Лимбо» получило свою дату выхода. Это дополнение расскажет историю о том, как майор Нечаев застрял в реалистичном мире подсознания. События развернутся после долгожданной концовки основного сюжета, в которой герои столкнутся с близнецами. Очевидно, нас ждут безумные приключения, встречи с едкими врагами, взрывные гуси и сложные платформы, что предполагает обилие паркура. Оружие Нечаева также претерпело изменения, давая ощущение, что его руки — это сладости, которые выстреливают. Разработчики обещают, что эти увлекательные образы можно будет использовать и в основной кампании. Кажется, создатели игры Atomic Heart решили попробовать свои силы в разных жанрах. В самом DLC будет даже сегмент, в котором игрок будет управлять бегущим гусем. Несмотря на то, что шутер не был учтен ни в одной из номинаций на The Game Awards, мы узнаем о дальнейшей судьбе Нечаева уже 6 февраля. А впереди нас ждут еще парочка новых дополнений. Слухи оказались правдивыми. Для God of War выйдет DLC. Это плохая новость для тех, кто предполагал, что оно будет посвящено Атрею. Хорошее дополнение полностью бесплатно и станет доступным уже 12 декабря. Оно будет называться Вальгалла и представляет собой своеобразный эпилог для событий Рагнарёка. Кратос и Мимир окажутся на берегу легендарного зала павших воинов.
где столкнутся не только с множеством испытаний, но и с призраками своего прошлого. Что касается игрового процесса, игроков ожидает отдельный режим выживания, где они смогут насладиться потрясающей боевой системой основной игры. Даже если Кратос падает от вражеского топора или клыков зверя, его приключения не заканчиваются. Улучшив себя и обновив снаряжение с помощью собранных ресурсов в предыдущем прохождении, он может попробовать пройти этот кровавый путь снова. При этом каждая новая попытка будет отличаться от предыдущей, так как Valhalla постоянно предлагает разные улучшения и награды. Однако, если вы еще не закончили основную игру, не стоит беспокоиться. Можно отправиться в зал славных воинов в любой момент, но все же рекомендуется закончить основную сюжетную линию перед этим. Был представлен новый результат сотрудничества между талантливым Хидео Кодзима и Xbox Game Studios. Речь идет о хорроре под названием От Echo Kojima Game, абсолютно новом интеллектуальном собственном продукте. Наконец был показан трейлер, и в принципе все это очень загадочно и характерно для Кодзимы. В видео нет ничего информативного, так как оно посвящено актерскому составу и фотореалистичной графике. Проект основан на фундаменте Unreal Engine 5 и использует технологию MetaHuman. Кроме того, Кодзима экспериментирует с облачными технологиями, подчеркивая ажурность и кинематографичность своего творения, называя его совершенно новым словом в жанре игр, полное название которого звучит как Overdose. Он будет исследовать идею проверки вашего порога страха, размывая границы между играми и фильмами. Также стало известно, что в проекте также участвует Джордан Пил. Главные роли исполнят София Лилис, Хантер Шефер и Уда Кир. Для разработки игры также привлечен комик и режиссер хорроров Джордан Пил. Новая студия Lightspeed La была основана Стивом Мартином, бывшим менеджером Rockstar, который работал над Red Dead Redemption и GTA. Они анонсировали футуристический боевик под названием Last Sentinel, действие которого разворачивается в будущем Токио. Основной персонаж Хироми Сиеде, таинственная воительница, и пока нет никаких деталей сюжета. Проект очень стильный и разрабатывается на движке Unreal Engine 5, однако точной даты релиза пока нет. Студия T-Chambers, создатели GTFO, представила свой новый кооперативный шутер под названием Den of Valves. Действие игры происходит в городе Мидвей-Сити, где вашей боевой команде предложат участвовать в динамичных миссиях с непредсказуемыми поворотами. Среди задач будут шпионаж, диверсии, заказные убийства, и выбор будет очень разнообразным, утверждают авторы. Нас ожидают ограбления нового поколения. На этот раз они планируют обогатить концепцию элементами научной фантастики. События разворачиваются в городе Мидвей-Сити, и игрокам будут доступны разнообразные задания, от корпоративного шпионажа до саботажа и убийств. Зная работу этой команды разработчиков, проект, несомненно, стоит внимания. CD Projekt Red выпустила патч обновления 2.1 для Cyberpunk 2077, которое уже доступно для загрузки игрокам. Разработчики добавили новые тайны в Найт-Сити и установили стационарные бинокли, чтобы вы могли наслаждаться потрясающими городскими видами. Кроме того, улучшили освещение в различных частях города, а также исправили различные ошибки и недочеты. Режим трассировки лучей Overdrive вышел из бета-статуса, внесли изменения, улучшающие качество изображения. Был добавлен алгоритм Restergy, улучшающий освещение во время трассировки пути в темных зонах без влияния на производительность. Также было переработано несколько графических режимов с поддержкой DLCC. Например, для ультранастроек с трассировкой лучей появилась возможность пригласить ваших романтических интересов в свою квартиру без каких-либо ограничений. В некоторых киосках и барах Найт-Сити теперь можно взаимодействовать с барменами или торговцами. В городе также появятся коты, но игрокам самостоятельно нужно будет их найти. Говоря о босс-битвах, переработаны бои с Яшей Ивановым и Борисом Рыбаковым. Перебалансирована часть оружия и способностей. Также игроки теперь могут ездить по автостраде через Вестбрук, Санто-Доминго и Ейвуд, которая ранее была закрыта. Они получат 5 новых мотоциклов, на которых можно делать трюки в воздухе. И последнее. CD Projekt Red подтвердили, что это последнее крупное обновление для RPG. Об этом разработчики рассказали в интервью изданию.
История видеокарты GTX 16 серии от NVIDIA подходит к концу. Компания готовится завершить производство видеокарт данной линейки. По данным СМИ, это произойдет в первом квартале следующего года, до 31 марта. В настоящее время NVIDIA выпускает только GeForce GTX 1650 и 1630. Остальные модели либо уже сняты с производства, либо собираются быть сняты в ближайшем будущем. Ряд последних поколений видеокарт, более мощных, уже вышел на рынок. Например, RTX 3060 стала одной из самых популярных видеокарт в Steam. Необходимо будет следить за тем, какие видеокарты станут доступны бюджетному сегменту. Возможно, эту нишу займут видеокарты 20 серии, что кажется логичным, учитывая их сходство с 16 серией. Возможно, NVIDIA выпустит востребованную видеокарту RTX 3050, которая отлично справляется с играми на разрешении 1080p и приемлемо поддерживает трассировку лучей на не самых высоких настройках. Ее предполагаемая цена составит от $200. Слухи также указывают на подготовку к запуску NVIDIA RTX 4050, и, возможно, из-за этого компания избавляется от конкурентов из собственного ассортимента. По слухам, 8 января NVIDIA может представить новые модели из 40 серии, но пока нет официальных подтверждений этой информации. Это рекламная зона, короче. У нас для вас отличная новость. Мы проводим розыгрыш ключа Xbox ПК Game Pass на 3 месяца. Для участия в розыгрыше выполните следующие шаги. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк под этим видео, оставьте любой комментарий под видео. Чем больше ваших комментариев и лайков, тем больше шансов на победу. После выполнения условий вам нужно будет зарегистрировать участие по ссылке на Google Forms. Там вам потребуется указать, через какую социальную сеть мы можем связаться с вами, а также отправить скриншоты в качестве подтверждения выполнения условий. Результаты розыгрыша ключа Xbox ПК Game Pass на 3 месяца будут объявлены 28 декабря. Удачи всем в конкурсе! Это конец рекламной зоны. Наконец-то произошло то, о чем так долго говорили. Прошло более 10 лет с момента выпуска GTA 5, и Rockstar Games наконец представила трейлер анонса GTA 6. Интересно, что сначала произошла утечка, но буквально через полчаса рок-звезды запустили долгожданное видео, отреагировав на его утечку фоновой музыкой, выбрав композицию Love is Lone Raw от Тома Петти. Трейлер подтвердил множество деталей, которые постепенно появлялись в течение последних 2 лет. Так, в дебютном ютубном трейлере нам представили 2 главных героев игры — Люсию и Джейсона, которые, как оказалось, не родные брат и сестра, как это было ранее утверждено в различных слухах. Это важно отметить, так как Люсия станет первой женской главной героиней в истории серии GTA. Джейсон и Люсия, как и большинство персонажей GTA, также стремятся осуществить американскую мечту. Люсия оказалась в тюрьме и шутит, что туда попала из-за неудач, что, вероятно, судя по нраву видеоролика, приведет их в какую-то передрягу, из которой им придется выбираться. Мы видим несколько сцен ограблений, например, диалог. К концу ролика намекается, что сюжет будет основан на истории Бонни и Клайда, известных преступников времен Великой депрессии. Разработчики называют это самой большой глубокой эволюцией в истории GTA. Наблюдая за первым трейлером, трудно не согласиться. События игры разворачиваются в вымышленном штате Леониде. Более того, Сити, похоже, не будет единственным городом. Недавняя утечка также подтверждает наличие нескольких городов. Добавьте к этому другие локации, включая меньшие по размеру городки и сельскую местность. Как говорят в Rockstar, они намерены установить новый стандарт в играх с открытым миром, и они с нетерпением ждут, чтобы поделиться этим видением с игроками. В видеоролике много уличного хаоса, разнообразные локации и эстетика, характерная для Майами, города, хорошо знакомого поклонникам, но в GTA 6 он выглядит совершенно иначе. В этот раз игроки будут заниматься преступлениями, похищениями и безумными выходками в современном контексте. Очень здорово увидеть его в современном виде, и несомненно, что будут отсылки к версиям игры от Tommy и GTA Vice City. В ролике показано много различных фрагментов и кат-сцен, записанных на движке. На них можно оценить качество графики, текстур и освещения. Это выглядит как настоящий Next Gen Vibe. По сути, Vice City просматривается буквально в каждом аспекте.
мы не можем не отметить детализацию персонажей и анимации, включая обычных фоновых NPC и объекты мира. Все сделано на высшем уровне, превышающем всяческие похвалы. На одной из сцен с вечеринкой на крыше небоскреба можно оценить масштаб города. Кстати, на кадрах с ночными пейзажами он огромен. Особенно это видно на сценах с мостом, что важно, так как у Сити много водоемов. Также можно отметить детализацию в различных помещениях. Интересно, что в трейлере есть сцены из выпусков новостей, видео с камер наблюдения и видео с жилетных камер полицейских, включая штурм какого-то притона. Также можно заметить, что помимо множества кадров с разными преступлениями, есть сцены из ТикТока прямых трансляций, намекая на то, что социальные сети будут интегрированы в сюжет и станут огромной частью этой игры. Пока не ясно, как этот элемент будет использоваться в игровом процессе, но учитывая, что мы живем в современном мире, Rockstar не могли проигнорировать это. Релиз GTA 6 состоится в 2025 году для PlayStation 5 и Xbox Series, но, к сожалению, игрокам на ПК снова придется подождать выпуска, что подтверждает слухи о том, что ПК-версия будет выходить позже. Пока мы с тобой страдаем слоном, в Alan Wake 2 появился новый контент. Wake успел получить новую концовку в рамках крупного обновления, которое добавило режим «Новая игра плюс». Разработчики подчеркнули важность перепрохождения, отметив несколько ключевых изменений: сохранение всего снаряжения персонажей, обогащение сюжетом массой дополнительных элементов на уровнях, видеоматериалы, страницы рукописей и прочее, а также добавление нового, более сложного уровня игровой сложности. Но это еще не конец поддержки Alan Wake 2. В следующем году ожидаются 2 дополнения, которые, по словам креативного директора Сэма Лейка, будут играть важную роль в истории бедственного писателя. Разработчики игры Stalker 2 раскрыли новые детали сюжета и особенности геймплея, сохраняя черты прошлых частей. Основная сюжетная линия будет нелинейной и займет около 40 часов игрового времени в зависимости от выбранных игроком решений. Ожидается 4 возможных концовки, на которые окажут влияние не только основные квесты, но и побочные задания. Интересно, что у многих второстепенных миссий также будет различный финал. Геймплей станет более жестким, и игрокам придется по-настоящему выживать в зоне. Подсказки будут урезаны, однако разработчики обещают не оставить игроков без помощи по основным механикам игры. Но остальное придется изучать самостоятельно, такие как эффективное взаимодействие с врагами. Разработчики обещают широкий набор тактических методов для получения преимущества, включая полноценный стелс. Также была озвучена цель обеспечить оптимальную работу игры на Xbox. Планируется режим качества и режим производительности. Приоритетным является стабильная частота кадров в 60 кадров в секунду. О других различиях между режимами пока информация не предоставлена. Дата выхода игры остается в секрете, но предполагается, что релиз состоится в первом квартале следующего года. Спасибо, что провели это время с нами. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе всех свежих обновлений из игровой индустрии. Ваши комментарии и отзывы очень важны для нас, так что не стесняйтесь делиться своим мнением под этим видео. Мы ценим вашу поддержку и стараемся предоставлять вам самую актуальную информацию о мирах и событиях в играх. С нетерпением ждем встречи в следующем видео, где мы продолжим исследование захватывающих новостей игровой индустрии. Мы также приглашаем вас присоединиться к нашим группам ВКонтакте и Discord. В этих сообществах вы сможете обсудить игры, получить ценные советы от опытных геймеров и поделиться своими впечатлениями. Мы ценим вашу активность и готовы создать пространство для настоящих ценителей игр. Спасибо за просмотр и до новых встреч на Game Room Игры новинки, где всегда все делается с душой.